Друзья, всем привет! С вами Андрей, и мы продолжаем изучать русский язык по коротким рассказам на канале Rustories. Сегодня рассказ про один очень важный навык. Итак, поехали! До 27 лет я не умел плавать и боялся воды. Не просто воды как таковой, а того, что не могу достать ногами дна и нащупать опору. При этом я не боялся утонуть, но это чувство, когда под ногами нет опоры и в случае чего ты не можешь встать, было очень неприятным. В детстве отец пытался научить меня плавать, но он был плохой учитель и часто просто орал на меня, а не давал советы или показывал правильные движения. В конце концов, я решил, что могу неплохо жить, не умея плавать. Желание научиться плавать пришло после работы с психологом. Он сказал, что мне нужно больше уверенности в себе, и для достижения этого нужен вызов. Мужик я или сопля? Это был трудный вопрос. Я не хотел на него себе отвечать. Во-первых, мне пришлось бы признаться самому себе, что я боюсь воды и что боюсь опозориться. Во-вторых, пришлось бы найти бассейн и личного тренера. В-третьих, пришлось бы каждую неделю туда ездить и платить деньги. Но в бассейн я все-таки пошел. Первые мои впечатления от бассейна были так себе. Красивых девушек в нашем бассейне не было, а были какие-то безразмерные тетки весом с центнер и повадками кита. Они плавали медленно, громко фыркали и выпускали фонтанчики. На носу у них были специальные прищепки, а на голове какая-то фигня из розовых и голубых пластиковых цветов. Еще они почему-то все были в обуви. Не в ластах, а в обычных кроссовках. В бассейне было несколько тренеров. Меня сразу смутило, что все тренеры ходили с большими палками. Палки хранились в углу, и каждый тренер спешил взять себе самую длинную. Если какой-то тренер опаздывал на работу и палки ему не доставалось, то он брал щетку с длинной ручкой и ходил с ней. Я своего тренера даже спросил: «Зачем это вам? Тут же не Шаолинь». А он отвечает с усмешкой: «Для дисциплины и мотивации». Я его мысль не понял и так до конца своего учения не сообразил, зачем же им эти штуки. Никого при мне ими не били, утопленников из-под воды не вытаскивали. Может, глубину измерять? Не знаю. Первые занятия прошли неинтересно. Мне предлагалось делать выдохи в воду, чтобы привыкать к дыханию в воде. Вообще, правильное дыхание больше половины успеха. Сначала я вообще не понимал, как можно находиться в воде и дышать одновременно. И вместо выдоха делал судорожные вдохи. Но постепенно начинаешь привыкать к тому, что в нос и в рот постоянно попадает вода. И даже
как-то умудряешься при этом более-менее ровно дышать. Здесь было важно поймать ритм и не паниковать. Когда я более-менее освоился с дыханием, меня стали учить плавательным движениям. В руки давали доску, и мы отрабатывали движения ногами. Затем на ноги одевали поплавок и отрабатывали движения руками. Плавать учили кролем. Мой тренер считал, что остальные виды плавания для слабаков. При этом он своей палкой очень угрожающе тряс. Период с доской был самый ужасный. Было нужно проплыть бассейн в обе стороны без остановки. Я постоянно захлебывался водой и плыл с черепашьей скоростью, а после заплыва совершенно выбивался из сил. Это продолжалось несколько недель. И я не видел прогресса и хотел бросить занятия. Тяжело, когда раз за разом ничего не получается, а ты тратишь на это свое время и деньги. Здесь, с одной стороны, помогла выдержка и упертость, а с другой – счастливый случай. Случилось так, что мой тренер заболел, и мне выделили другого, который считал, что брас – это лучший вид плавания. С брасом у меня стало получаться заметно лучше. И я убедил старого тренера переключиться именно на этот стиль. Он было начал опять про слабаков рассказывать и палкой трясти, но неожиданно вдруг согласился и дал добро. В итоге я научился сносно плавать брасом уже через пару занятий. Главное, я поверил в себя, увидел, что могу не только держаться на воде, но и двигаться, и при этом нормально дышать. Затем освоил кроль и баттерфляй. Было заметно проще и требовалось освоить только технику. Резюмируя, чтобы научиться кое-как держаться на воде, у меня ушло около 16 полуторачасовых тренировок или 4 месяца. Еще около 8 тренировок ушло на улучшение навыка и освоение других стилей. В общей сложности я потратил около полугода, чтобы научиться сносно плавать, или 24 тренировки. После этого я продолжил заниматься еще где-то полгода, чтобы улучшить свои навыки. Без помощи психолога я бы, вероятно, так и не пошел бы учиться плавать. Без профессионального тренера, скорее всего, не научился бы. Какой стиль плавания выбрать для начала? Дело индивидуальное. Стоит попробовать все. Основная проблема – дыхание и страх. Верьте в себя, и все у вас получится. Друзья, а у меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео. Огромной вам удачи. До встречи в следующих выпусках. И пока.